На самом краю небольшой деревушки, расположенной глубоко в джунглях Южной Азии, жил человек по имени Адриан. Устав от шумной городской жизни, он решил поселиться в уединенном месте, вдали от цивилизации. Каждый день Адриан исследовал местность вокруг своего нового дома, наслаждаясь покоем и красотой дикой природы. Однажды, жарким летним днем, когда солнце пробивалось сквозь густую листву деревьев, Адриан услышал странный звук. Это был приглушенный крик, который, казалось, доносился из глубины джунглей. В этом крике была смесь паники и отчаяния, от которой у Адриана по спине пробежал холодок. Он остановился и прислушался, пытаясь понять, откуда доносится звук. Казалось, он доносился из-за старого искривленного баньяна, росшего неподалеку от болотистой местности. С каждым мгновением крики становились все громче и отчаяннее. Движимый любопытством, Адриан поставил сумку на землю и направился на звук. Сердце Адриана бешено колотилось от волнения, когда он продирался сквозь густые кусты. Во влажном воздухе джунглей было трудно дышать, а острые ветки царапали его одежду, но он продолжал двигаться вперед. По мере приближения к баньяновому дереву подлесок становился все реже, а крики — все отчетливее и пронзительнее. Наконец, продравшись сквозь последние кусты, Адриан увидел сцену, которая глубоко потрясла его. В затопленной лесной лощине, образовавшейся в результате недавних проливных дождей, молодой тигренок отчаянно барахтался в мутной воде. Его попытки удержаться на плаву ослабевали с каждой секундой. Глаза детеныша были расширены от страха, когда он пытался удержать голову над поверхностью мутной воды. На мгновение Адриан застыл, оценивая ситуацию. Он знал, что тигры опасны, особенно когда они напуганы. Но он также понимал, что если не будет действовать, тигренок наверняка утонет. Быстро оглядевшись в поисках матери тигренка, Адриан не увидел никаких признаков того, что она где-то поблизости. Решив действовать немедленно, Адриан осторожно приблизился к кромке воды. Он снял обувь и закатал рукава, готовясь войти в грязный пруд. Его сердце бешено колотилось, когда он ступил в холодную, склизкую воду, от каждого шага по которой расходилась рябь. Вода была глубже, чем казалось на первый взгляд. Одежда Адриана быстро намокла, а кожа покрылась мурашками. Но он не мог отвести глаз от сопротивляющегося детеныша. Медленно протянув руку, Адриан попытался успокоить испуганное животное нежным голосом. «Все в порядке, малыш. Я здесь, чтобы помочь тебе». Тигренок, почувствовав присутствие человека, казалось, немного успокоился. При приближении Адриана его неистовые движения прекратились. Наконец, оказавшись на расстоянии вытянутой руки, Адриан осторожно опустил руки под воду и осторожно поднял тигренка. Молодой тигр был, на удивление, легким. Его маленькое тельце дрожало от холода и страха. Адриан прижал его к груди, пытаясь согреть и успокоить. Медленно и осторожно он начал пробираться обратно к берегу, неся свою драгоценную ношу. Оказавшись на берегу, Адриан осторожно опустил детеныша на землю. Детеныш был мокрым и испуганным, но, казалось, не пострадал. Теперь, когда непосредственная опасность миновала, Адриан начал задаваться вопросом, где могла быть мать детеныша. Оглядевшись, он заметил слабый блеск металла в густой растительности неподалеку. Осторожно приблизившись, Адриан увидел ужасающее зрелище. Мать-тигрица попала в жестокую ловушку. Ее задняя лапа
была зажата между железными челюстями капкана, который был прикован цепью к стволу дерева. Она пыталась освободиться, но каждое движение, казалось, причиняло ей все большую боль. Ее глаза были расширены от паники и отчаяния, когда она пыталась дотянуться до своего детеныша. Сердце Адриана сжалось от этого зрелища. Он, наконец, понял, почему тигрица не смогла спасти своего детеныша. Она сама оказалась в ловушке и ничем не могла помочь. Теперь ее отчаянное рычание было полно тревоги и боли. Адриан знал, что ему нужно действовать быстро. Он не мог оставить тигрицу в таком состоянии, но освобождать дикого и раненого хищника было крайне опасно. Он начал осматривать ловушку и замок, думая о том, как освободить тигрицу, не причинив ей еще больших страданий. Но прежде чем он успел что-либо предпринять, Адриан услышал хруст сухих листьев и тихое бормотание приближающихся голосов. Его сердце замерло, когда он понял, что кто-то направляется прямо к ним. Вероятно, это были люди, которые устроили ловушку. Адриан быстро оглядел местность в поисках места, где можно было бы спрятаться вместе с детенышем. Он знал, что встреча с незнакомцами в такой ситуации может быть чрезвычайно опасной. Действуя быстро и решительно, Адриан осторожно поместил детеныша в густые кусты, убедившись, что он хорошо скрыт от посторонних глаз. Затем он занял позицию, откуда мог наблюдать за приближающимися людьми, оставаясь незамеченным. Вскоре из-за деревьев показались двое мужчин в грязной поношенной одежде. За плечами у них были винтовки, а в руках несколько капканов и цепей. Они тихо разговаривали друг с другом, не подозревая о присутствии Адриана. Когда мужчины приблизились к месту, где была поймана тигрица, Адриан услышал их разговор. «Посмотри на эту тигрицу», — сказал один из них, указывая на пойманное животное. «За такую шкуру можно получить хорошую цену». Адриан почувствовал, как в нем поднимается волна гнева. Он понял, что это браконьеры, охотящиеся на диких животных ради наживы. Но что он мог сделать? Он был один, безоружный. Они были вооружены и явно очень опасны. Пока Адриан лихорадочно обдумывал варианты, браконьеры приблизились к тигрице. Она зарычала и попыталась броситься на них, но цепь крепко держала ее. Один из мужчин достал связку ключей, очевидно, чтобы отпереть ловушку. В этот момент Адриан понял, что у него есть шанс. Если бы он смог отвлечь браконьеров, то, возможно, смог бы освободить тигрицу. Он поднял небольшой камень и бросил его в кусты на некотором расстоянии от того места, где прятался детеныш. Звук привлек внимание браконьеров. Они резко обернулись и подняли ружья. «Что это было?» — прошептал один из них. «Иди, проверь», — ответил тот, кивая в сторону источника шума. Когда один из браконьеров пошел проверить кусты, Адриан воспользовался моментом. Он быстро и бесшумно подошел к брошенному оборудованию и схватил тяжелый гаечный ключ, который мог бы помочь открыть ловушку. Сердце Адриана колотилось так сильно, что казалось, вот-вот вырвется из груди. Он знал, что у него есть всего несколько секунд до возвращения браконьеров. Двигаясь быстро, но осторожно, он приблизился к тигрице. Животное настороженно смотрело на него, но, казалось, почувствовало, что этот человек пытается ей помочь. Адриан говорил тихим, успокаивающим голосом, пока возился с замком ловушки. «Полегче, девочка. Я здесь, чтобы помочь. Просто подержи еще немного». Наконец, после нескольких напряженных мгновений, замок поддался.
Капкан открылся, и тигрица оказалась на свободе. На мгновение она замерла, словно не веря в свою свободу. Затем, слегка прихрамывая, сделала несколько шагов вперед, не сводя глаз с Адриана. Как раз в этот момент вернулись браконьеры. Увидев тигрицу на свободе и Адриана с гаечным ключом в руках, они застыли в шоке. Но это длилось всего секунду. Один из них поднял ружье, целясь в Адриана. «Ты идиот! Ты знаешь, сколько стоит этот тигр?» — прорычал браконьер. Адриан знал, что находится в смертельной опасности. Он медленно поднял руки, пытаясь показать, что не представляет угрозы. «Послушай, давай просто уйдем. Никто не пострадал, и мы все можем просто уйти». Но браконьеры были в ярости. Они придвинулись к Адриану с перекошенными от гнева лицами. «Ты испортил нам охоту», — сказал второй браконьер. «Теперь ты за это заплатишь». Адриан понял, что его положение безнадежно. Он был безоружен против двух вооруженных людей, и помощь не приходила. Он закрыл глаза, ожидая худшего. Но внезапно воздух наполнился громким ревом. Тигрица, которая, как все думали, сбежала, бросилась между Адрианом и браконьерами. Ее глаза горели яростью, когда она заняла оборонительную позицию перед человеком, который только что освободил ее. Браконьеры в ужасе попятились. Они не ожидали, что раненое животное будет защищать человека. Тигрица сделала угрожающий шаг вперед, и этого было достаточно. Браконьеры развернулись и побежали, спотыкаясь и падая в стремлении убежать от разъяренной хищницы. Когда звук их шагов затих, тигрица повернулась к Адриану. Их взгляды встретились, и в этот момент между ними возникло молчаливое взаимопонимание. Тигрица слегка наклонила голову, словно в знак благодарности, а затем медленно направилась к кустам, где был спрятан ее детеныш. Адриан стоял неподвижно, наблюдая, как тигрица легонько подтолкнула своего детеныша, побуждая его следовать за собой. Вместе они медленно исчезли в глубине джунглей, оставив Адриана наедине с его мыслями. Это событие оказало на Адриана глубокое влияние. Он понял, что даже в своем стремлении к уединению он не мог игнорировать проблемы, с которыми сталкивался окружающий его дикий мир. С того дня он стал более внимательным к своему окружению, стремясь сбалансировать свою потребность в уединении с необходимостью заботиться об окружающем мире. Адриан начал больше общаться с жителями деревни и проводить больше времени в джунглях, внимательно наблюдая за природой и прислушиваясь к звукам леса, всегда готовый прийти на помощь в случае необходимости.